вы на канале Морковка. И сегодня мы начнем проходить игру This is the Police. Так, я чуть-чуть так поиграл, там чуть-чуть посмотрел что-то, ну и начинаем новую игру. Да. День 1, июль, 15, понедельник. Мэр Роджер, сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Марк Оу-2 пукала в Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Так, заводим машину. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Давайте я не буду это читать и просто буду это все слушать. Давайте так, лучше. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Так, сейчас мы будем отвечать на вопросы. Доброе утро. Доброе. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Сюрприз. Мэр обшел это с ума. Я ждал подобное дерьма от мэра. Какая разница? Так что сюрприз. Я думал, что проработал при этом еще 50 лет. Я просто хочу служить городу. Конечно, я очень удивился. Вы знаете имя своего приемника? Нет, думаю, это кто-то новенький. Думаю, это будет сотрудник департамента. Какая тебе разница? Думаю, это кто-то новенький. Я думаю, они ищут свежую кровь, кого-то молодой с новым взглядом на проблемы. А дальше. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнси Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Я бы был рад. Что сказать, но мне представьте более достойного кандидата, чем капитан Кендрик. Дальше вопрос. Хотя Кендрик оправдали
многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь, я не знаю. Да, если это полезно, без комментариев. Я не знаю. Я никогда не работал с мафией, но я не могу говорить за всех сотрудников департамента. Я не слежу за своими подчиненными круглосуточно. Следующий вопрос. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Определенно нет. Возможно. Откуда мне знать? Давайте им скажем, возможно. Никогда не знаешь, что движет решениями этих политиков. Дальше вопрос. Спасибо. Все, уже конец вопросов. Так. How's the back today, Mr. Boy? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Там у меня какие-то таблетки. Странные. Он их кушает, и спать водой, и курит. Нормально, а чё? И отдыхает человек. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking at the office. One of my friends will be using it soon." Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. И бросил трубку. Нормально. День 2, июль.
16. Вторник. Глава департамента культуры владеет виллой в Италии. Зарплата городских служащих не вырастает в этом году. Отставка Джека Бойта не повлияет на решение Фрэнси Кендрика покинуть полицию. Голден Бирд, Фрибург, Трибуна и The Fest. Очень интересненько. Ну что ж, едем на работу, Джерри. Давай, погнали тогда. Опять свою машинку. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Хотите получить подсказки о том, как работает игра? Ладно, валяйте. Я 60-летний шеф полиции. В несколько месяцев от отставки будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Давайте, ладно, валяйте. Полиция Фрибурга делится на 2 смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы, и детективы, занимающиеся расследованиями. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. Я вас понял. И у офицеров, и у детективов есть несколько важных характеров. Так, какие же? Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского. Показатель в районе 150 считается средним. Полицейский, не дотягивающий до этой отметки, не называешь способными. Зато на тех, чей профессионализм заметно превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает, а измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем и совершить критическую ошибку в ходе задания. Сотрудники теряют 1 очко энергии после каждого рабочего дня и восстанавливают 1 очко после каждого выходного. Так, я понял. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивые и склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться или делать выводы, наблюдая за поведением сотрудников. Я понял. Так, это смена Б. Так, я понял. Тут у нас есть прайс, у него 5. Я вас понял. Так, начинаем день.
же спецназ. Забрал ту сигарету. Самая обыкновенная полицейская работа — реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копа к месту происшествия до того, как истечет таймер. По отметке на карте можете определить, откуда поступил вызов. Чем дальше пункт назначения находится от полицейского участка, тем больше займет дорогу туда и обратно. А значит, тем дольше копы будут недоступны для любой другой работы. Я вас понял. Так, у нас тут первый вызов. Самый простой способ определить, насколько сложной может ускладиться задача, посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самой рисковой миссии также можно отправить команду спецназа, но их сопровождать как минимум один офицер. Я понял. Но слоты — это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Пустяковая, например, взгляд миссии всегда может обернуться жесткой мясорубкой, или вызов может и совсем оказаться ложным. Я понял. Тут можно двух офицеров давать. Так, смотрим. Побег с места аварии. Торговый центр Everyday. Мы с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке давал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесами попал бомж. Ну, это такая себе ситуация. Давайте кинем Янси. Ой, еще нас закрыл. Янси и Асану. Друзья, на вызов. Кинотеатр The Last Pictures. Драка. Кинотеатр The Last Pictures Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма гражданин Кейн в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Так, тут мы кинем туда Перди и Корти. Так, сейчас будут вот эти двое, что мы кинули. Янси и Асану. Сейчас должно быть отчет. Вот, побег с места аварии. Смотрим. Если все сложно предельно удачно, полицейский ловит преступника и никто не умирает. Если дело обстоит чуть хуже, преступник удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданского, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют медиа, а вот мертвые горожане бесит чиновников даже сильнее живых. Преступник пойман, офицеры невредимы. Все прошло удачно. Закрываем. Так, сейчас еще приедут вот эти. Оти и Перди. Отчет, драка. Преступник пойман, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Ура! Все прошло по плану. Так, у нас тут гроза. Так, вооруженное ограбление, пригород. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номера автомобиля. Его хозяин Джанет Браун живет в пригороде. Ну, давайте мы подождем же вот этих нормальных и их бросим туда. Вот. Давайте бросим
осану. Нет, да, вот так. Вот так, вот так. Продолжить. Так, идем вот этих. Вооружение гребания приготовлено. Да это я не на ту миссию послал. Черт. Ну, теперь мы ставим тогда вот этих. Так. Их бросаем. Продолжим. Спецназ. Это. Но у нас нет для них это. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него и гитару, и деньги. Ну подожди, давай я тут... У меня еще нету таких людей, чтобы пустить. Ну что, драка. Преступник пойман, офицеры невредимы. Все прошло идеально. Так, это будет Коти и Перди. Если ситуация кажется копам неоднозначной, они могут связаться с вами и принять прямые указания. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время, у вас полно других неотложных дел. У дома Брауна действительно стоит та самая машина, а из окна гостиной донесся стоны и громкий смех. Пробраться в дом через открытое окно, постукать в дверь и сказать: «Откройте, полиция», включить сирену и прокричать в громкоговоритель, что дом окружен. Ну, если они были вооруженные, то если мы проберемся там через окно, то они могут нас убить. Постучаться в дверь — это самый лучший вариант. Почему дверь, скажем, что полиция. Преступник пойман, офицеры невредимы. Но я уже говорил, это все было правильно. Так. Тут задание, блин. Давайте допустим Асану и Остин тогда. Вот это вообще 5. Это ее надо увольнять просто сразу отсюда. Так. Значит, $2400. Так, сейчас приедут эти две девушки. Черт, нападение. Преступник скрылся, офицер невредим. Ну, я так и знал, что будет так. Закрыть и завершаем день. Если вы считаете, что завтра вам придется пара другая лишняя рабочих групп, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и поработать сверхурочно, но они останутся прикреплены к своей смене, то есть проработают 3 дня подряд, а значит сильно устанут. Окей, я бы Коти приказать работать завтра. Сказал бы. Давайте таки скажем. Пусть работает завтра еще. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but
I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Так, день 3, июля, 17 среда. Строительство музея кино вновь отложено. Фрэнсис Кедрик объявил дату своей отставки. Легендарный певец Геннаро Креспо приедет в Фрибург. Так, если полицейский слишком устал, он просит у вас отгул в любом случае, но даже у полных сил сотрудника может быть причина уйти домой. Некоторые причины надуманные, некоторые вполне серьезные. Не балуйте подчиненных, но и не настраивайте против себя. Помни, что когда у вас появляются секреты, они будут первыми, кто о них узнает. Я вас понял. Помимо характеристик, у полицейских есть звание у сотрудника ниже ранга, нет личек на карточке. Сотрудник повышенный в звании носит 1, 2 или 3 лички. Раз в неделю вы получаете что это за такая... Так. 3 личка. Раз в неделю вы можете взять 1 личку и можете повысить звание любого сотрудника. Если вы считаете, что никто не достоин такой чести, вы можете отложить повышение. Личка никуда не денется.
вспомнил. Повышение звания сотрудников не только растет в профессионализме, но и учится командным качествам. Если на задании рядом с обычными копами будет старший по званию, они наверняка справятся лучше обычного. Плюс коп, повышенный в звании, начинает серьезно относиться к своей службе. Все меньше думает о выпивке и отгулах, и все сильнее становится похож на идеальную машину для исполнения ваших приказов. Я вас понял. Личка. Можем кого-то повесить. Давайте так. Если сотрудник набирает 300 этих опытов, то я его повышаю. Но тут уже 400 опыта, он уже повышенный. А будет 500, я его еще раз повышу. А это, если будет 300, я ее не повышу, я ее повышу тогда, когда у него будет 500. Да, у него уже есть вот этот личка, да. Так, начать день. Фрибург еще не превратился в город, где нужно слушать музыку по указу. Можете выбрать любую пластинку из вашей коллекции и включить ее в любое время. Прямо как в жизни вашего деда. Ну да. Так, давайте возьмем тогда какую-то другую. Что-то есть еще. Вот это возьму. Так, день третий. Давайте научимся нанимать и увольнять копов. Давайте. Вот эту увольню тогда. Дела. Полицейский участок. Бюджет труда. Вот есть определенное количество оплаченных рабочих мест, на которые можете нанимать любых доступных на бирже труда сотрудников. Слоты разделены на офицеров и детективов. Так, я понял. Давайте вот это тогда кого мне нанять? Давайте на вот эту 470, наниму смену А, давайте. Персонал. Если вы хотите освободить слот, вы должны уволить сотрудников. Да, я хочу уволить вот эту дурочку. Уволить. Если вы уволите человека легально, никто не задаст вам лишние вопросы. Можно уволить и нелегально, но это может повлечь за собой дополнительных разбирательств. Да, и других сотрудников явно не будут рады такому произволу. Другой способ освободить слот — убить полицейского, но это ведь не вариант, да? Ну да. Уволить. Слишком стар. Она уходит тут. Она слишком стара. Все. Так, я хлебну тогда водички, если не против. Так, продолжаем. Закрыть. Вандализм. Собор Сант-Джона. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище. Во дворе надгробия расписаны сатанинскими знаками. Есть сколы. Кажется, даже есть следы работы лопатой, но настоятель старается об этом не думать. Да, это такое дело. Возьмем тогда вот этих двоих. Беседу. Вандализм. Небоскреб Аттикус Товер. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают на его новой машине неприличные рисунки.
Отчет. Преступник пойман, офицеры невредимы. Ура! Нормально. И что-то такое. Ван Дал. Подозрительный индивидуум. Закупка Эдиас. Официантка Мила уверена, что она только что подала двойной chicken egg и 10... Официантка Мила уверена, что она только что подала двойной chicken egg и диетическую колу опасному преступнику, портрет которого видел сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер. Но я вот это уже знаю, это ложные вызовы, когда мы кидаем самое, так сказать, ненужное. Так, отчет, вандализм. Преступник пойман, офицеры невредимы. Ура! Подозрительный индивидуум. Официантка опозналась, приняв отставного офицера Фрэнка Нерона за преступника. Я же вам говорил, что это ложный визус. Так, ночной клуб Кинг. Мистер Бойд, мой вышибала снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. А тут у меня огромная очередь у входа скопилась. Нужно кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков. Давайте мы кинем такое Берча. Да, вот это. Пусть едет. Сейчас будет дождь, как я вижу по погоде. Так. Льдовая арена Кристофера Санта, короче. Продажа наркотиков. Поступил анонимный звонок по катку в льдовой арене. Едет клоун с футбольными шариками и продает подросткам крэп. Так, ну тут давайте кинем вот эту и вот эту. Пусть едут. Черт. Извините, мистер Бот, но я увольняю. За один вечер я заработал больше, чем в ФПТ такое. Платят за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться. Все-таки быть копом не мое. Ну, окей. Благодарю за вашу помощь, мистер Бойт. Спасибо, но вы у меня отняли его сотрудника. Угроза за самоубийством. Флитстрим. Голый мужчина с канистрой бензина в руках ушел поджечь себя, если его любимая жачка снова не уйдет в моду. Хватит это бородаться. Пустим туда. Уже конец рабочего дня. Просто наркотиков. К вашему приезду клоун мастерит пудалей и шариков сосисок, а вокруг все катается детвора. Преступник скрылся. Чего? О боже. Провал наш. Это провал. Ну ничего. Это самоубийство. Отчет. Преступник пойман, офицера невредимы. Сам молодец, парень. Следующий день. Так, тебя что-то делать? Приказать работать? Нет. Я хочу это завтра. Пусть идут. День 4 июля, 18 четверг. Робеспьер
Что это такое зло? Да-да. Робеспьер раскроет свою личность, когда придет время. Феминистской организации оказалась в официальной регистрации. Враги используют феминисток, чтобы разрушить Фрибург. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch, and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate, and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Мой дед болен эпилепсией. В последнее время у него участились приступы. Каждый случай может закончиться плачевно. Врач говорит, ему нужны особые лекарства, которые можно купить только в соседнем городе. Я единственный в семье, кто водит машину. Могу мне прямо сейчас приехать за этим лекарством? Да, но приходи завтра тогда. Я всю ночь не мог
Это чем? Мужик? Ну, глухий, что-то нет. Вот, да. Но я же вроде эту увольнял или нет? Короче, начинаем день. И погнали, короче. Убираем вот эту композицию. Это я не буду делать, и не буду увлекаться в черном. Если кто-то совершает серьезное преступление и скрылся к делу детектива. Я это знаю. Порча имущества, парковку мэрии. Уборщица мэра увидела, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинный железный прутом. На всю улицу слышны крики: ублюдок, воры, убийца. Прибыв на место, детективы просят свидетелей избрать всю необходимую информацию, но из детектива будут назначить ведущим следования, по этому делу все остальные детективы, которые прикрепятся к расследованию, будут подчиненными. Чем профессиональнее ведущие исследования, тем эффективнее работает вся команда. Вот так будешь делать. Вот. Тогда давайте When she's back in town, now she can shimmy like Sister Kate. She's a dancing queen, fit for a king. Swing sweet ginger green. 113 Вон пригород. Камера наблюдения зафиксировала на заправке машину, исчисляющуюся в угоне. Кидаем вот это. Все. Так, это будет отчет. Убийство. Расследование началось. Детективы опросили свидетелей, собрали все данные на месте преступления и теперь занимаются проработкой версии. Есть результаты. Подсказки. Мистер Эрик Рэхман, пьяный свидетель, преступники сели в седане. Чё? Седане, а стреляли вроде автомата, я не разглядел. Что-то мы читать вообще не будем. Пожалуйста, отчет. Бойня, офицеры невредимы. Нормально все. Так, сейчас будем вот эти приедут 4. Now she can shimmy like Sister Kate. She's just a dancing queen. Fit for a king. Swing sweet ginger, swing sweet ginger green. Ждем пойму, офицеры невредимы. Гражданские невредимы. Нормально, закрыть. Ну, вот это моя мать Кори Рамзи беспокоит подозрительный мужчина в бивакальных очках, устроивший на скамейке напротив детской площадки. Он наблюдает за детьми больше часа и регулярно фотографирует их. Янти и Асан. Мистер Бойт, я открою первый клуб восточных единоборств в Фрибурге. Я хочу провести показательный поединок, где один из моих учеников сразится с вашим лучшим копом, а после поединка я научу вашего подчиненного несколько приемов. Они придется ему на слабе. Окей, но пока что у меня нету крутых. Вот, давайте мы вот это кинем. Янти туда. Потому что вот эту мы тут кидать вообще не будем. А смысла нет. Кидаем парня. Счет убийства. В этом детективе есть первые зацепки по делу на кадре, которые не
приносит вам изрубление варианты до того, что могли произойти на месте преступления. Какие расследования? Так, кадры могут быть как верные, так и ложные. Чтобы отличать один от другого, внимательно изучайте материалы для дела, чтобы больше детективов работает на расследовании. Чем выше их профессионализм, тем точнее их догадки. Так. Быть я не пойму. Так, он выходит. Вот так. Что-то вообще непонятно. Тут две машины стоят. Две машины стоят. Тогда нажмите на туда. Вот, типа он выстрелит. Что за фигня? Я не пойму вот это убийство. Тут должен быть другой кадр какой-то. Это вообще не то, короче. Вот это вроде не то. Вот это не то. Вот это такая машина серая. Пусть работает пока что. 311A in progress. Драка, бар, Кевин Строт. Бармен сообщил, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Что тут экстра? 311A in progress. Ресторан. Так. Из бара после обсуждения о драке между посетителями и охраной заведения. Подвыпивший мужчина залез на сцену на время выступления местной певицы и попытался спеть с ней дуэты. Давайте мы подождем, что ли? Как что тут не нажать? 5 секунд. Давайте мы вот этих тогда двух отправим следовать. Подозрели и видео. Преступник пойман в вечернее время. Все нормально. Шеф, я почти приучил эту япошку, но он оказался слишком быстрым для меня и выиграл по очкам. Правда, я толком не знаю про это, так что мало ли что это Казуки насчитал. Зато после падения дал мне пару прямо, и я таки увлекаюсь, что немного потянул спину. Пойду домой, отрежусь. Ну окей, иди тогда. Драка. На подиуме держатся женщины, пьяный охранник спит в углу, а подвыпившие клиенты внимательно стоят за происходящим. Достали пистолет из кобуры. Девушки не ссорьтесь, девушки не ссорьтесь. Стриптизерши продолжает драться, не обращая внимания на полицию. Наблюдать за стриптизершами и не вмешиваться, залезть на подиум и попробовать разнять девушек, бродить у бармена ведро холодной воды и бледирующихся. Сумерки пойманы, официально невредимы. Все нормально. И на этом, думаю, мы закончим вот эту красивую нотку. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Морковка. Всем удачи, всем пока-пока.